этой стороны. Сегодня день недели вообще. Понедельник. Понедельник. Так, значит, в субботу вечером мы добрались до Норкапа. Начала портиться погода, посмотрели прогноз. Тучка набегала, решили дождаться утра и в 4 утра поехать на сам мыс. Заселились в кемпинг до 10 километров, сгоняли в душ, легли поспать. Вот, скинули шмотки с мотоциклов, ну и поехали. В 4 утра все еще тучу крутила, но к 5 она уже расходилась. Как раз успели заскочить, пофотографироваться, но начался ветер очень сильный. И вот мы на самом хвосте грозы и ускакали оттуда. Вот. Впечатление, конечно, море. Вчера ночевали в Арктик-фьорде недалеко от города Альта. Сегодня уже за день продвинулись до города Нарвик. Вот. Часов 10 мы ехали 300 километров, потому что везде останавливались. Очень красиво. Насколько красиво сказать вообще тяжело, потому что иногда даже слезы наворачиваются на глаза. Да? От Да. красоты. Очень красиво. Я таких слов не знаю ни на одном языке, как это писать, насколько здесь красиво. Наверное, на норвежском есть какие-то слова, Наверное. которые... Когда едешь, одна гора, вторая гора, Как миллион- гора, и ты миллион оттенков слова Снега, красиво. да, Да. и тут красиво. И бесподобно. Просто рот открываешь. Хорошо, что в шлеме мухи не залетают. Вот. В общем, сейчас покушаем, а завтра, если получится, рванем на Лафатены. Там подсказали одно место, где вкусные булочки с корицей. И пляж хороший. Вот. Посмотрим, сколько времени проведем, может быть, там и заночуем. Мы хотели, конечно, карту купить и рисовать, где мы тут едем. Но что-то, где мы не проскакивали, карт нету. Либо какие-то атласы, ну, какая-то ерунда, короче. Может, Это потом так купим мы не карту заботились. Может, и потом нарисуем. купим, нарисуем, да навставляем, да-да-да. Вот. Погода отличная. Мы, конечно, ухватили лето за хвост. Дедуля в Лапландии пошутил, что лето было в среду. Но вот мы пока эту среду все нагоняем. Оно с севера уходит на юг, и мы за ним движемся. Вот. В Лапландии классно. Видели лосей на болоте. Огромное болото, широкое, такое далеко до горизонта, там где-то лес и 3 лося. Сначала подумали просто камни. Там три лося стояли, конечно. Тундра впечатлила. Снега уже стаяли почти. Водопадики, но водопадики еще есть. А все такая мокрая, болотистая. Кажется, камни везде, должно быть холодно. На улице 10 градусов, а кругом мокро. Ну, уезжать отсюда не хочется, север не отпускает. Ну и повезло еще, кстати, полярный день. Да, и погода классная. Может быть, лил бы дождь, было бы пасмурно, было бы не так интересно. И хотелось бы уехать сюда побыстрее. А пока что-то даже жалеем, что уезжаем. Нужно ехать на юг. Еще много всего нужно увидеть. А отсюда уезжать не хочется. Ну, значит, вернемся. Да. Вчера трогали Баренцево море. Позавчера или вчера? Вчера, да. Позавчера видели лосей. Вчера трогали Баренцево море. Ледяное. Сегодня уже возле Нарвика сидим в лесу. Смотрим на березки, на сосны. Готовим лосось. Лес уже похож на белорусский немножко. Березы, ели. Елей уже таких нет, разлапистых, как в Финляндии было. Да, кстати, да, в Финляндии было много елей, здесь уже сосны пошли. Уже сосны. Я столько елей, наверное, никогда в жизни не И видел. березы Прям высокие. березы, да. На Нордкапе маленькие, кривенькие. Ну, вернее, на Нордкапе вообще Ну, деревьев там нет. тундра, там нет деревьев, там Перед кривые Нордкапом. березы. Кривые березы, конечно, как кусты растут. Тоже интересно, все-таки скорее черные, чем белые. А в Швеции березы белоснежные, белые-белые. У нас они средненькие такие, что-то посерединке. У нас уже, кстати, Такие дела. лосось приготовился. Готово? Да. Где моя Можешь тарелка? Покажи А. за камеру. Я не вижу, как ты в камере стоит. И у нас еще клубничка норвежская. Это 12 часов ночи так выглядит. Такой полярный день.
Привет, лошадки! Какие вы классные! Какие вы милашки! Какие классные, пушистые! И это тоже ж какая-то милота! Что за прелесть! Это уже отправился в Орегон. Погребальные лодки. Город знаменит тем, что здесь люди приезжают кататься на серфах. Сейчас поедем на пляж. И здесь находится кафешка. По их заверению, это лучшие циннамоновые булочки в мире. Так они выглядят. Будем пробовать. Сейчас сидим, думаем, когда нам поехать на континент. Здесь очень классное место, хочется здесь остановиться. Но у нас как будто бы не хватает времени, чтобы нормально, повольно ехать по Норвегии. Поэтому сейчас мы думаем остаться тут ночевать или поехать сегодня на пароме, сегодня вечером. Но здесь слишком хорошее место, чтобы пропустить его. Как дела, Пашка? Прекрасно. Здесь хорошо. Погода замечательная.
Я говорю, там ребята стоят на 3 байка, они там отдыхают давно. Можем здесь стоять, можем вот подъехать полметра. Хотя нас здесь увидят, будут забегать. Я думаю, увидит. Да. Я думаю, посадка сейчас начнется за час. Ну, Отправляем 23:45, сейчас 22:44. да. Сейчас расскажется, выйдет чувак, скажет, ты выезжай. Маленькие чайки. Ты смотри, их там 3 штуки. Не помню, как они называются. Ёлуши. Закрыто. Почему закрыто? Может, тут открыто? Таких вот Что они вот все, таких ну, палат. эти сезон, знаешь, как будто на лето закрывают, чтобы не засрали. Море шумит такое. Ну, прекрасно.
Ледник. Мы приехали посмотреть ледник. Красивый. Красивый. Отсюда, конечно, не то чтобы сильно видно, но он такой синенький. Вода такая сильная, смотрите. Да. А справа вон тоже чисто видно. Не видно. Там был. Он Он ставил. стаял, Вот видите, я видел, как он ставил. Очень жарко. Вообще, понятно, что он тает. Жарко очень. Так, приехали на очередной паром. Уже идем. У нас очередной паром. На этот раз длинный, где-то часик идет. Ой, как хорошо. Только больше не быстрая. И при этом какая прозрачная речка. Эх, сюда Бромка Нестеренко. Половили бы мы форельки здесь. Так что он у себя в Испании делает? Нет бы жил где-нибудь в Польше. Так, палатку мы поставили вон там, около домика. Там какие-то недовольные то ли британцы, то ли кто-то англоязычный. Что мы недалеко от их автодома поставили палатку. Не поздоровались. А так люди приветливые в основном.
Сидим на реке. Помочили ножки. Вода, 9 градусов. мне кажется, меньше. Очень холодная.